Оборотень – мифологическое существо, обладающее способностью превращаться из человека в животное или наоборот. У славян эти существа носили название волколаки. Волколаками на Руси считались все те, кто превращался в страшного волка или медведя по своей воле или неволе. Оборотни в славянских легендах встречаются часто. Что и говорить, когда, согласно мифу, оборотень даже успел посидеть на Киевском престоле. Речь идет о полоцком князе Всеславе. Жил он в XI веке, и тогда же в ходе междоусобных войн зашел на трон правителя Киевской Руси. Его имя упоминается в слове о полку Игореве. Там же мы находим предание, будто по ночам князь превращался в волка. В мифах можно часто встретить сведения о том, что оборотничество – это не проклятие, а наоборот тайный дар, которым владели волхвы, то есть люди, умеющие волховать, колдовать. Есть народные поверья, будто колдуны или ведьмы, желая кого-либо превратить в волка, набрасывают на него волчью шкуру и нашептывают при этом волшебные слова. Или же колдун может подсунуть под порог избы пояс, скрученный из мочала. Кто переступит через этот пояс, тот и превращается в волка, и прежний человеческий образ может получить лишь тогда, когда чародейский пояс протрется или лопнет. Или когда кто-нибудь наденет на него снятый с себя пояс, на который предварительно навязал узел. Считалось, что оборотни, павшие жертвами колдовства, существа несчастные, но не опасные, рассудок по-прежнему при них. Но были волколаки и агрессивные, те, кто умерли без причастия и после смерти вынужденные служить дьяволу в шкуре волка. Такие могли нападать на людей. Версия о том, будто ликантропия передается через укус, она часто встречается в современных романах и фильмах фэнтези, в славянском мире популярностью как-то не пользовалась. Видимо, это порождение западного фольклора. Он гласит, что человек, получивший укус ликантропа, в следующее полнолуние превратится в оборотня сам, будет бегать в обличье чудовища, не помня себя, и может даже загрызть собственных родных. Как правило, у современного человека слово «оборотень» вызывает ассоциации в первую очередь с человеком-волком, однако у некоторых северных народов не менее распространенной была вера в оборотней медведей. При этом происхождение самого слова «волкодлак», как и смысл самого наименования, также вызывают споры. По одной из версий, волкодлак – это волк-медведь. В целом, медведь для славянского фольклора персонаж достаточно значимый, а в многочисленных сказках, легендах, былинах с медведем нередко сравнивают богатырей, а также природных духов и демонов – черта, лешего и даже домового. У славян была своя уникальная система различия древних оборотней. Кроме большого количества разных животных-покровителей, славянские племена отождествляли себя с каким-то определенным животным-хранителем. Ведуны могли через особое состояние как бы войти в сознание зверя и слиться с ним. Таких ведунов также считали оборотнями. В старину на Руси оборотни считались не только нечистой силой, но и оберегом. При крещении ребенка заворачивали в полотенце с вышитыми на нем оборотнями. Их было двое, и смотрели они в разные стороны. Считалось, что именно эти загадочные существа уберегут новорожденного от диких животных. Также оборотня не всегда считали кровожадным убийцей. Когда-то он был приносящим добро существом. С 16 по середину 17 веков, когда о человека-волках говорила уже вся Европа, и римская церковь приняла решение официально вести о них сбор информации, было зафиксировано около 30 случаев превращения людей в волков. По утверждению этих источников и исторических документов, ликантропией, жуткой болезнью, превращающей людей в волков, страдало множество крестьян в Румынии, Силезии, Венгрии, Молдавии, Пруссии, Богемии, Франции, Германии, что придавало ей масштаб настоящей эпидемии. В декабре 1521 года в Полинии два французских крестьянина, Бурга и Верден, были обвинены в целом ряде каннибальских убийств, совершенных ими под личиной волка. Оба сознались. Бурга заявил, что он уже долгое время находится в услужении у дьявола и теперь начал все чаще менять обличие при подстрекательстве Вердена, который занимался этим как профессионал, состоя членом клана колдунов. Бурга и Верден нападали на многих местных жителей и съедали их. Так продолжалось до тех пор, пока Вердена не удалось ранить. Это сделал один вооруженный путешественник, который прошел по кровавому следу до шалаша, в котором жена Вердена перевязывала ему рану. Оба преступника были повешены вместе, и с ними еще один оборотень.
На протяжении 16 столетия оборотни прямо-таки свирепствовали в Европе. Во Франции, например, многие из пойманных и сожженных оборотней являлись также практикующими колдунами, которые, по их уверениям, изучали искусство трансформации у других колдунов. С точки зрения медицины, у легенд об оборотнях были и реальные предпосылки. Например, существует психиатрическое заболевание, когда человек начинает себя считать каким-либо животным, тем же волком. А есть врожденный генетический недуг под названием гипертрихоз. Гипертрихозом называется избыточный рост волос на лице или на теле. Врожденный гипертрихоз или гирсутизм лечится только симптоматически, то есть устранением волос с кожи. За всю историю медицинских наблюдений, начиная со средних веков, в мире зарегистрировано лишь около 50 случаев гипертрихоза. В средние века люди с такими отклонениями могли попасть в беду из-за обвинений в дьявольской сущности. Часто люди, страдающие гипертрихозом, устраивались на работу в цирк, где развлекали публику своим видом. Взять хотя бы бородатую женщину Юлию Пастрану, которая в середине 50-х годов 19 столетия гастролировала по Европе. Впоследствии эта приметная внешность превратилась в профессию. Например, известна история Федора Евтихеева, так называемого мальчика с пёсьей головой. Он во второй половине XIX века выступал в шоу знаменитого американского антрепренера Барнума. Заболевание Евтихеева было наследственным. Им страдал и его отец. Это случай исторический. А полное задокументированное описание гипертрихоза было сделано не так уж давно, около 40 лет назад. Похоже, что сейчас это заболевание стало более распространенным. По официальным данным, на Земле живут 19 человек, чьи тела и лица поросли густыми волосами. В настоящее время в Индии живет мальчик, страдающий гипертрихозом. Его лицо покрывает густая спутанная шерсть, из-за которой он вынужден страдать все свое детство. Его зовут Прутвирадж Патил. На него постоянно пялятся, показывают пальцем и дразнят. Мальчик не осмеливается покидать пределы своей родной деревни в одном из округов близ Мумбаи из-за жестокости незнакомцев. В деревне люди уже привыкли к мальчику-оборотню. Когда он родился, одни говорили, что это бог, другие, что это сверхъестественное существо, и что его появление – плохой знак, пишет Daily Telegraph. Однако Прутвирадж рос, пошел в школу, там он нашел друзей и даже обрел популярность в хорошем смысле этого слова. Он любит спорт, и если не учитывать аномальный рост волос, то он абсолютно здоров. Но все же, в первую очередь, своим возникновением слухи об оборотнях обязаны клинической ликантропии, психическому заболеванию, при котором человек начинает считать себя каким-либо животным, чаще всего волком, реже, например, кошкой, собакой, лошадью. В фазе болезни пациент может вести себя по-звериному, выть, лаять, ползать на четвереньках. В этом состоянии больные теряют контроль над собой. Вероятно, такой же эффект способны давать некоторые препараты. Так что корни рассказов об оборотнях следует искать в первую очередь в области медицины и генетики, а также древних культурных верований, тесно связывающих человека с другими представителями живой природы.